Рада приветствовать всех на канале «Жизни женщин». Давайте прислушаемся к мудрым высказываниям Софи Лорен. Эта женщина заслуживает того, чтобы ее любили и прислушивались к ее мудрым советам. Софи Лорен, настоящее имя София Вилани Шеколоне, это не просто великолепная актриса и певица, но и символ целой эпохи. Она стала примером для многих женщин и идеалом для многих мужчин. Ее обожали, ею восхищались, ей подражали. Софи Лорен – одна из самых красивых и известных актрис современности. Может показаться, что ее жизнь была услана розами, но это не так. Ее путь к славе и любви коротко можно охарактеризовать через тернии к звездам. София родилась некрасивой, слабенькой и жила в нищете. Но неожиданно для всех в 14 лет она начала меняться и расцветать. В 30 к ней пришла слава, а в 50 она испугалась, что годы пролетают слишком быстро. Сейчас, когда ей глубоко за 80, она обожает внуков и делится своей мудростью, тем более, что у актрисы отличное чувство юмора. Хочу поделиться мудрыми советами неповторимой Софи Лорен на все случаи жизни. Очаровывай не только красотой. Нет лучшего приворотного зелья, чем обычный кофе, сваренный собственноручно. Когда мужчина его попробует, он уже никуда не денется, говорила Софи Лорен. Не только красотой можно очаровать мужчину, помни об этом. Не верь в абсолют красоты. Софи всегда повторяла, ничего не бывает красивым со всех точек зрения. Не стоит надеяться только на красоту и верить в ее всемогущество. При всей своей обаятельности актриса осознавала, что понимание красоты не объективно. Используй свой ум. Научитесь пользоваться вашими мозгами так же ловко, как и вашей пудреницей, и тогда, возможно, пудреница вам уже и не понадобится. Софи Лорен всегда говорила, что женщина должна быть умной и использовать эту силу на все 100. Чаще говори «нет». Лорен говорила, я могу сказать «нет» на 12 языках. Для женщины этого вполне достаточно. Нам нужно научиться отказывать тогда, когда нам этого хочется и когда это нужно. Мудрые слова обязательно стоит прислушаться. Не стыдись. Актриса не раз акцентировала внимание на том, что нужно любить себя и принимать себя такой, какая ты есть, особенно если речь идет о внешности. Считается, что недостатки лица нужно скрывать. Но что такое недостатки? Очень часто необычные черты лучше подчеркивать, а не прятать. Преврати недостатки внешности в свои главные достоинства. Непрестанно учись. Полагать, что, окончив школу, больше никогда ничему не надо учиться, это огромная ошибка, говорит Софи. Едва ли с этим можно спорить, ведь учиться человеку предстоит всю жизнь. Будь в хороших отношениях со спагетти. Как же итальянские советы могли обойтись без упоминания пасты? Софи часто повторяла, всему, что вы видите, я обязана спагетти. Она любила учить других правильно есть спагетти. Чтобы есть спагетти с максимальным успехом, их надо втягивать ртом, как пылесосом. Забавная итальянка, ничего не скажешь. Оценивай себя трезво. На многое в жизни надо смотреть реально и трезво. Плохо водите машину, не одалживайте у знакомых новый Rolls-Royce. Нет голоса, не утомляйте вокализами соседей. Но будьте твердо убеждены, независимо от мнения остальных, что вы хороши по-своему. Верь в себя, но смотри на свои таланты объективно. Всем бы найти эту золотую середину. Женщина не объект. Женщина – это не постельная принадлежность и не кухонный комбайн с накрашенными глазами, дерзко заявляла Софи Лорен. Это было действительно смелое заявление для ее времени. Хорошо, что ее слова были услышаны, и сейчас многие это понимают. Давайте откроем для себя некоторые секреты от Софи Лорен и прислушаемся к советам, как стать красивой, обрести уверенность в себе и добиться успеха в жизни. Когда я стала достаточно уверенной в себе, сцена исчезла из моей жизни. Когда я уверовала в свой проигрыш, я выиграла. Когда я больше всего нуждалась в людях, они покинули меня.
Когда я научилась осушать свои слезы, я нашла плечо, чтобы плакать на нем. Когда я овладела мастерством ненависти, кто-то начал любить меня всем сердцем и часами ожидать рассвета, когда я засыпала с восходом солнца. Неважно, что вы планируете, вы никогда не узнаете, что жизнь запланировала для вас. Успех знакомит вас с миром, но неудача знакомит мир с вами. Всегда будьте счастливы. Часто, когда мы теряем надежду и думаем, что это конец, Бог улыбается сверху и говорит: «Расслабься, дорогая, это всего лишь поворот, а не конец». Дружба ценна еще и тем, что она может вытеснить даже любовь из вашего сердца. Звучит несколько странно, но я думаю, что это правда. Вы очень многого ждете от мужчины, которого полюбили, хотите, чтобы он стал для вас всем на свете, а это нереально. Вы хотите, чтобы он вникал во все ваши проблемы и сочувствовал вашим переживаниям. Однако многие знают, а некоторым предстоит узнать, что это просто невозможно. Ни один человек не в состоянии целиком заполнить вашу жизнь. Какие-то мысли и чувства он просто не сумеет понять. Если женщина хочет стать красивой, она должна быть тщеславной. Вглядитесь в женщин, чьи лица мелькают на экранах и журнальных обложках. Посмотрите на своих приятельниц. Вы заметите, что зависть и восхищение вызывают те женщины, которые сами считают себя ослепительными. Они сумели открыть это в себе и излучают наслаждение от своего открытия, хотя их лица, фигура и косметика не всегда безупречны. Но вам бросается в глаза прежде всего их убежденность в своей неотразимости. Я искренне считаю, ничто так не украшает женщину, как ее вера в свои достоинства. Никогда не забывайте, анализ и анатомирование возможны только после смерти. Лаборатория не место для любви. Любовь стихийна и случайна по своей природе. Пусть она воодушевляет и дарит наслаждение, а не благоговейный страх. Любовь — застенчивый полевой цветок, а не садовая роза. Ему хорошо там, где он вырос. Если мы пересадим его, начнем поливать, удобрять и беспокоить, он может зачахнуть. Окружите его теплом, не теребите по пустякам, и любовь будет расцветать, удивляя и радуя вас снова и снова. Такой вот список советов от великолепной Софи Лорен, которая учит женщин быть сильными, действовать решительно и работать над собой, ведь ничего в этой жизни не дается просто так. Мне лично понравились жизненные формулировки Софи Лорен, а вам? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. Будет очень интересно. И не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я вас благодарю за внимание, лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока-пока.